И хей, народ, у аппарата, как всегда, несменный его ведущий, я, Дэнфоб. И довольно-таки долго я не снимал видеоролики, да, я это заметил, поскольку, ну, я отдыхал, просто хотел отдохнуть от всего вот этого вот. Сейчас же, набравшись сил, я решил возобновить все то, что планировалось. Да, я понимаю, актуальность уже пропала, как всегда, ну, на моем-то канале вы не видели, поэтому мы продолжаем, но все-таки дело надо довести до конца. Вот, здесь у нас мы остановились на том моменте, то что Антон привел пацанов к себе домой. Погреться, обсудить то, что они были в гараже, ну и как бы пацаны уже собрались. Ну, продолжаем тогда играть. Ну, а перед началом, как всегда, по старой традиции, ставим лайк, подписываемся на канал, если же вы не подписаны, нажимаем на колокольчик, пишем совершенно любой комментарий. Вам не трудно, а мне приятно. Ну, а мы продолжаем. Так быстро? Толком даже ничего и не обсудили. Хорошо. Можешь не провожать, мы сами тихо дойдем. Давай, Тоха, до встречи. Ребята, так, еще прибавлю вот так вот. Ребята поспешно вышли из комнаты, стараясь сильно не скрипеть деревянными досками пола. Странно, это все? Но хотя бы теперь мы знаем, как будем использовать записку. Надеюсь, я прогулял школу не зря. Жаль, что если Оля и не расскажет маме об этом, то учительница, думаю, точно это сделает. Как бы то ни было, сейчас я должен был сидеть как мышка и рисовать сестре динозаврика. Я давно ей обещал. А обещанное надо выполнять, как говорит папа. Нет. Так намного лучше. У Антона глюканы опять пошли какие-то. Сестра будет довольна моим рисунком, да. Рисунок, скорее всего, жуткий, чем красивый. Я поспешно вырвал лист из альбома. Это не то, что я хотел нарисовать. Вроде и очень красиво, но что-то не то. Эх, совсем настроения нет. А позже займусь этим. А сейчас хотелось бы расслабиться. Я слышала, как мальчишки ушли. О, Оля пришла. Да, заходи. Оля подошел ко мне поближе. А кто это был? Да так, друзья новые. Ого, сразу два новых друга. Везет тебе. А меня отсюда никуда не выпускают. Сижу здесь в заперти. Косу отращиваю. Может, когда-нибудь по ней спущусь. Как Рапунцель, да. Слова Оли тут же навеяли воспоминания о том большом раскидистом дереве. Оленька, не переживай. Скоро все плохое уйдет. Наступит весна, и мы вместе пойдем гулять. А в зоопарк пойдем? Конечно, куда захочешь. Но до весны еще долго ждать. Зоопарк в деревне это максимум конюшня, больше ничего. Не переживай, время быстро пролетит. Ну, если за грибами, то вряд ли. Ну, можно, конечно, встретить каких-то обитателей, но очень редко. В основном насекомых больше встретить, чем животных. И до тех пор я буду всегда вместе с тобой. Обещаешь? Обещаю. Оля обняла меня сильнее. Я обязан быть для нее хорошим братом. Спасибо, Антоша. Бедная ты совсем, Оленька. Нужно придумать тебе новое развлечение. Может, я поучу тебя рисовать? Ты же знаешь, какая я глупенькая еще. Ничегошеньки не понимаю. Ты чего такое говоришь? Ты самая умная девочка из всех.
И если ты задашь себе цель, то ты ее обязательно достигнешь. Главное, верь в себя, Оленька. Антоша, ты хороший. Спасибо. Да что там? Ладно, я побежала. Я тут кассету нашла под кроватью с новыми мультиками. Это точно мультики? А ты давай динозаврика рисуй. Быстро же она убежала. Еще совсем беззаботная девочка. Не повезло ей. Она заслуживает большего, чем имела сейчас. Она заслуживает безлимитного пропуска в Диснейленд. Хотя по-хорошему, я его тоже заслужил. Не знаю, попаду ли я туда в совершеннолетие. Но знаю, что поеду туда, когда буду взрослым. Вместе с Олей. И, возможно, с Полиной. Эх. Ладно, пора оставить свои мечты и перейти к настоящим проблемам. Сегодня папа должен приехать пораньше. Надо будет у него спросить про того мужика. Может, видел его где. Главное не разболтать о том, что я лазил в чужом гараже. Да и к тому же воровал. Черт, это же записка адресована кому-то. Значит, в этот гараж должен был кто-то прийти. Что же делать? Записку уже обратно не вернуть. Надо завтра в школе рассказать об этом Ромке. Вдруг к нам явятся люди с оружием. Будут требовать деньги за утерянную информацию. Так, спокойно. Соберись, Антон. Ты не трус. Что бы ни произошло, никогда не бойся. Все будет хорошо. Папа сильный, он защитит нас от кого угодно. Главное верить. Ладно, пора бы уже заняться делами, а то стою тут посреди комнаты и плачусь самому себе. Увидела бы это Полина или Катя, что бы она сказала? Почему меня это вообще волнует? Я присел на кровать. Рисовать настроения нет, читать тоже, учить пропущенной в школе тем более. Да и прохладно как-то в доме. Ой, да, такое настроение, честно, вот да, бывает, охота просто поспать. Из-за этого клонил в сон. Ну и все, Антоха вырубился у нас. Не, да, честно, бывает такое вот, погода влияет на человека, то есть Вставай, лентяй! ничего не охота делать. И тупо поспать. Давай. Услышав приказный тон сестры, нехотя открыл глаза. Мне нравится то, что официальные персонажи игры уже присутствуют в каком-то там моде. То есть, я понимаю, это деньги, да, и актеры озвучки, они озвучили. Но я рад тому, что даже это удалось преодолеть. Слышав... это уже читал. Папа приехал. Правда? Ага, а еще он привез мне огромный чупс с жвачкой. Пойду поздороваюсь. Ой, я помню, да, года так 2006, 2007, вот где-то вот в этом промежутке, наверное. У меня вот тоже вот чупа-чупсы было, и это что-то нечто. С пацанами всегда, вот я помню, когда покупали что-то в магазине, да, вот такое беззаботное детство, мы всегда брали чупа-чупсы. Это сейчас считается как бы кринж, там все дела, типа, ну, за губой любишь там самое, ну, туда-сюда погонять. А раньше как бы, и сейчас их можно найти, но сейчас актуальность не та. Но порой я тоже иногда покупаю, просто, знаете, ну, они такие же вкусные, такие же есть вкусы необычные, также есть с жвачкой. Например, сейчас вот более доступные и русского производства чупа-чупс это Страйк. Кто знает, тот знает. Ну, обычные чупа-чупсы тоже есть, но мне кажется, они раньше стоили намного дешевле. Сейчас же, конечно, они тоже недорогие, но я замечаю то, что цена была раньше не такой. Сейчас же совсем другая цена.
Вот и кириешки, и много чего было в те времена, то, что хочется сейчас вернуть. Скорее всего, рано или поздно это вернется, или же просто-напросто мы также будем тепло это все вспоминать. То есть Тайни Бани, он нас Так, Антон, бери ту коробку и неси в кладовку. в в это самое время, ну да, 90-е я уже не застал, я 2000-е только застал, но все равно то, что вещи какие-то там были, и спрашивав, и тупо уже меня немного напоминает эта игра те времена, хотя бы, ну не 90-е, а 2000-е, и скажу, я вспоминаю их с теплотой, то есть хорошие были времена, почему совсем плохие, но да, некоторые вещи как бы до сих пор некоторые не могут ну, осуществить. Некоторые, например, благодаря смене времени, например, уже смогли, да, вот, например, как вот многие, да, вот просто смотришь на это время, как было, что бы хотелось вернуть, а что бы хотело остаться. Только осторожно, там банки. О, банки. Кто вот пьет компоты, там варенье из банок, это вот до сих пор делают люди. Да, я не знаю, многие делают, но мои родители делают. И это, я считаю, классика, вкусно и намного полезно, и это все делаете вы. Как бы ваша рецептура, из вашей же грядки все выросло, из вашего дерева, с вашей же территории, вы же за ними ухаживали, и мне кажется, это намного лучше, чем магазинные, но да, магазины они вкусные, они сладкие, но там приторность. Там же специально добавляется всяких химоза, чтобы вы пили и не напились. То есть покупали и пили, и покупали и пили. А по сути компот ты пьешь, ты одновременно и напиваешься, и одновременно попил и все прочее. То есть и, ну, можешь, конечно, пить сколько себе угодно, но то, что жажду утоляет, это утоляет. Зимой особенно пить эти самые запасы летние, это самое то. Не успев зайти в комнату, я уже получил новое задание. Ничего не поделаешь. Хорошо, мам. Я взял с пола увесистую коробку и понес к кладовке. Топор. Вот и все. Мам, а где папа? Оля сказала, что он уже приехал. На улице колесо качает. Скоро вернется. Ты почему, кстати, так рано со школы пришел? Паль. Я отвел взгляд. Короткий день был, в общем. Учительница не смогла прийти. Что это за школа такая, в которую даже учителя не хотят ходить? Что уж о детях говорить. Сама в этой же школе училась. Бардак. Сняв фартук, мама пошла составлять какой-то список. Ну, я свое дело сделал, можно и так. Привет, пап! Стопэ. Я немножко не туда нажал. Ладно, пофигу. Так. Привет, Антошка. Как у тебя дела? Как успехи в школе? Нашел, наконец, друзей себе? Ну или подружку, может? Блин, он так улыбится, и слова идут, а он просто улыбается. Такое ощущение, у него челюсть свело, и как бы слегка немножко кринжовато смотрится. Но я понимаю, это визуальная новелла и все дела, но у него сегодня явно случилось что-то хорошее. Друзей двух нашел. Вроде хорошие ребята. Ты про тех, кто тебе рассказал тогда вечером? Да, они. Молодцы, ребята. Не бросили друга на холоде. Но молодцы не во всем. Папа что-то знает? Знает, какие они на самом деле? Когда я заезжал в магазин, учительницу твою встретил. Она остановила меня. Волнение немного отпустило меня. Хотя, хоть сейчас я получу, но хотя бы не за то, что веду дела с хулиганами. И что сказала? Это я у тебя и хочу спросить. Ну, что я школу прогулял. Я с опаской обернулся, чтобы убедиться о том, что мамы рядом нет. Я думал, с опаской посмотрел на батю, то, что не летит ли подзатыльник. Вот молодец. Сам сознался в содеянном.
На первый раз маме не рассказываю. Но еще раз подобное случится, получишь и от меня, и от мамы. С тебя пятак. А друзья твои О нет. чем-то на бандюганов смахивают. Я тоже в детстве под бандюгана косил. Не могу даже представить этого. Мой папа бандит. Дети они такие. Ну да. А нужно спросить о подозрительном мужчине. Или не стоит? Может, отец с ним был знаком? Слушай, а ты не видел случаем одного мужчину? У него лицо такое сморщенное и губа будто заячья. Да, замечал такого недавно. Мимо школы проходил, оглядывался еще, будто вор на базаре. А что, он тебе насолил чем-то? Да нет, просто подозрительный он какой-то. Это правильно, сын, всегда запоминай подобных. Научись замечать детали, которые могут рассказать про них самих. В будущем тебе это пригодится. Не повторяй ошибок отца. К чему этот разговор? Вот честно, я до сих пор себе задаюсь вопросом. Это какое-то послание? Хорошо, пап. Ну ладно, я пойду в свою комнату. И это, не забывай с сестрой играть. Ей тут очень одиноко, а на улице слишком опасно. Вот это еще я тоже замечаю, то, что отец, походу, сильно накосячил. Он даже прям боится сестру. Ну, Антон, типа, ему лет 12-13, что ли, по-моему, вот такой промежуток у него. Он уже соображает и многое понимает, а сестре всего лишь там, сколько ей, лет 5-6, что ли, как-то вот так вот. Мы и тебя сначала хотели дома оставить. Вот, типа, отец накосячил жестко, и, возможно, его уже вычислили, ну, то есть, вот он, его сын, все дела схватят, поймают, выкуп и так далее. Слишком тут зверей много диких. Что-то ты уже про это знаешь, походу, уже батя в этом тоже замешан. Но сам понимаешь, школа есть школа. От нее не скрыться. Лес здесь мрачный, точно небезопасный. Поэтому, чтобы больше я тебя там не видел. Да, пап. Значит, сегодня этот мужик уже был возле школы. Что он там разнюхивает? Ему кто-то нужен? Надеюсь, не я и не мои друзья. И не Полина. Можно ли назвать ее другом? Ну и не Катя тогда в этом случае. Она очень располагает к себе. Так и хочется быть рядом с ней каждую минуту. Ну, классной девчонкой ее назвать можно точно. Но мой ли она уровень? Не знаю, выясним позже. А сейчас нужно было заняться динозавриком Оли. Целый день я помогал маме разбирать старые коробки. А вместе с папой мы таскали вещи наверх, а мама их сортировала. День выдался спокойным. Оля радостно смотрела новые мультики, а мы с папой дружно переговаривались во время работы. И ссор сегодня никаких не было. Вот честно, для ребенка в родительском кругу это просто сказка. Когда родители не ссорятся, потому что ссоры влияют на детей. Все уже об этом говорят. Надеюсь, все будет хорошо. Я, конечно, понимаю, со временем это все меняется, отношения и так далее, но, блин, вы знали, на что идете, когда создавали семью. Вот как бы я все понимаю, у каждого все свое на голове, но и я об этом тоже осознаю. То есть на детей это влияет. Это уже все знают. Все дела на сегодня завершены. Я не сильно устал, но все же стоило отдохнуть. Родители спят, Оля тоже. Пора и мне. Глава 2. Сказка на ночь. Ну, а на этом, друзья, мы сегодня давайте закончим прохождение, поскольку долго меня не было. И уже видим вот это вот самое все. Уже тут здесь надо заканчивать. Глава 2. Сказка на ночь. Так что все по классике. Лайк, подписка, комментарий. И тем быстрее будет активность, тем быстрее я выпущу второй ролик. Ну, с вас, как всегда, по классике запрашиваю. Ну, а на этом, ребят, все. Спасибо большое за просмотр.
Долго меня не было, осознаю, понимаю, грешил, но с таким удовольствием. Ну, спасибо то, что посмотрели этот видеоролик. Вам очень большое спасибо. Ну, а на этом, ребят, все. До встречи и покеда.